Друзья мои, вы знаете, что мои видения, они всегда пророческие, они всегда вещие. Много раз мне не хотелось верить, и иногда я не делилась этим, не желая расстраивать людей, думая, что, может быть, обойдется. И очень горько об этом пожалела, потому что меня за это наказывают. Если мне дают такие видения, я скрываю, не говорю. По причине того, что не хочется как-то нагнетать обстановку или пугать людей. Думаю, может быть, малой кровью обойдемся, и не будут люди переживать. И так потрясений и стрессов полно. И меня за это очень сильно наказывают. Я не буду вам рассказывать, какие бывают наказания у таких людей, как я, кто скрыл правду и не сказал. Я не имею права этого не говорить, поскольку через меня это передано. И, к счастью или к сожалению, все эти видения сбываются. И хорошие, и плохие. Дело в том, что вот это видение, которое мне пришло, не самое хорошее. У ведьм бывает такое. Это полусон, полуявь, когда открывается портал, некий коридор, и душа выходит, отделяется от тела, и ты попадаешь в иной мир, в иномирье. Таких миров в мироздании огромное количество, но есть некий промежуточный или средний мир. Это как коридор, по которому ты идешь до определенного места. То есть тебя не пускают прям в мир духов, но ты вот между, это называется межу, граница, пограничное место, где наши души встречаются с душами ушедших или духов иного мира, но не перешагивая эту красную линию, потому что красную линию перешагивают только умершие. Вот я увидела такое серое пространство и огромное количество различных божеств с головами животных. Все божества древнего Вавилона, Руси, Индии, Египта. Их было огромное количество, много тысяч, вот прям целая армия этих божеств, но только с головами животных. С бычьей головой, соколиной головой, с головой орла, с головой шакала, это Анубис, вы знаете, с головой кошки. Одним словом, огромная армия вот этих богов древних. Но среди них не было ни одного с головой человека. Я как будто шла по такой дороге, они рядом стояли, вот в одну линию. И такой гром, грохот. Самое интересное, я почему-то не боялась, спокойно воспринимала, как ни странно, хотя моя человеческая душа должна бояться такого грома, но, видимо, какой-то морок, что ли, или просто чувствуя, что это нереальность отчасти, нереальность в нашем физическом мире. Я шла вперед. И вот чем ближе я подхожу к чему-то, непонятно к чему, тем больше я понимаю, что это не гром и молния, не грохот,
что это мычание. Мычание огромного количества коров. Я их не вижу, но это мычание, жуткое мычание, как будто бы они просят о помощи, как мольба, как крик ужаса. Знаете, вот ужасное такое вот протяжное мычание, и приближаюсь, и вот это вот начинает глушить просто все вокруг, это мычание. И раскрывается как бездна, как какое-то место такое. Вот еще перешагни и упадешь просто куда-то в бездну. Ничего, небытие какое-то, прям вот полное отсутствие чего-либо. Все исчезло, и такой вот даже не серый дым, не знаю, как вам объяснить. Понимаете, в том мире происходит то, что в нашем мире не существует, и мы не можем объяснить до конца, чтобы вы поняли те ощущения, чувства внутренние, что испытываешь, когда ты переступаешь вот эту вот границу. И начинает рассеиваться этот туман. Это ничто. Это ничего абсолютное. Пустотой даже не назовешь. Это ничего. И она начинает рассеиваться, как вот постепенно, как проясняется. Я ничего не слышу, но в голове звучит: смотри, что будет скоро. И я увидела, во-первых, огромное наводнение, и люди, которые тонут, и вода, которая дошла до мостов. Потом пожар больших зданий. Здания именно административного назначения, пожары. Почему-то они горят. И показывается оползни. Берег уходит, прям вот отходит берег. И разрушается. Падают просто здания в реки, там, в моря. То есть вот уносит вода. И такой голос громогласный говорит: сожженные огнем будут мстить водой. И вот это все время повторяется, уже с ума сходишь от этого повтора. Сожженные огнем будут мстить водой. Сожженные огнем будут мстить водой. И вот этот протяжный му, и показывается опять, знаете, такой даже, он как переходит в гул земли. Земля сотрясается, как будто внутри земли дракон шевелится. Вот так вот ходуном ходит земля. И вот этот гул, это мычание переходит в такой гул земли, содрогается, сотрясается земля, и вода смывает, просто смывает все на своем пути. И опять звучит: сожженные огнем будут мстить водой. И я просто, не то что я проснулась, меня как-то откинуло назад. Резко, очень резко меня вернули в тело. Это буквально несколько минут происходило. У меня голова резко закружилась. И я решила так прилечь, думаю, немного отдохну. Что-то в последнее время очень много разнервничалась. Вообще не могу от этого отвлечься и концентрироваться на своих делах. Не получается. Просто человеческая подлость меня очень сильно задела. И вот в этот момент я понимаю, что я просто прилегла, только вот у меня голова коснулась подушки, как будто меня забрали из тела, вытащили и вывели вот в этот коридор, им показали эту страшную картину. И я поняла, что земля нам будет мстить за это.
В древние времена, когда бывали ненасытные жадные охотники, их предупреждали всегда мудрые люди в селе. Говорили, мол, не бейте зверя без надобности, больше, чем надо. Матушка природа накажет. И вы знаете, как правило, они то медведя встречали, то что-то у них случалось в семье. Считалось, что человек должен взять столько, сколько ему надо. Вот как северные народы рыбачат, между собой раздали рыбу, кому сколько надо, и все, у них нет жадности, они не берут у природы больше, чем надо. И поэтому, невзирая на то, что они маленькие народы, они вот столько тысячелетий пережили в этой тундре, в этих суровых условиях, именно из-за уважения к природе. Когда пропадает уважение к природе, пропадает и человечество. Природа, земля избавляется от людей, которые заселяют то место, которое они не уважают. Так устроено мироздание. Мы забыли заветы предков, мы забыли мудрость древних людей, думая, что это все пережиток прошлого, это все ерунда, сказки там бабушкины. А если хорошо подумать, они почему были более счастливые, здоровые и жили в гармонии с природой? Потому что они соблюдали эти законы. Они понимали, что за отступление есть наказание. Сейчас у людей в глазах одни деньги. Они перекапывают старые могилы, там строят дома, хорошо продают, дорого. А потом в этих домах начинаются люди спиваться, вешаться, умирать от онкологии и всякое такое. Понимаете, несчастливо живут. Потому что мы нарушаем баланс, который всегда соблюдался испокон веков. И вот сейчас мы очень страшно нарушили баланс. И мы думали, что эти безголосые, не мы, конечно, а те, которые это делали, думали, что они безголосые животные, и что они с ними сделают. Сэкономили даже эвтаназию для них и просто кинули их живыми в огонь. Они думали, что все будет хорошо для них, что ничего такого здесь нет. Но этот крик о мольбе, этот ужас, который испытали эти бедные создания, наверное, лежа на костре, они думали, что же я такого страшного сделал своему хозяину, что он меня сжигает живем. Понимаете? Конечно, не думали, как мы, люди, но до их сознания, до их, то есть живого сознания, наверное, доходил вопрос, за что со мной так жестоко люди обходятся? Я же ничего плохого не сделала. И я так поняла это видение, что нам будут мстить. Вот за это преступление. И мы потеряем гораздо больше, чем могли бы себе представить. Будьте осторожны, те, кто живут возле великих рек, возле водоемов, возле воды. Да и вообще они выйдут с берегов и смоют целые территории. Что ж мы наделали, люди? Как же мы надоели этой планете своим беззаконием. Как же она от нас устала. Вот, собственно, мне дали, я должна поделиться. Иначе никак. Всем нам терпения, удачи. И да простят нас те силы, которые создали это мироздание, поселили это вредоносное создание, как человек, в это прекрасное место.